Сегодня мы с вами будем заниматься подтяжкой лица без операций. Мы добьемся лифтинг-эффекта в домашних условиях. Большую часть работы посвятим средней трети. Меня зовут Юля, я врач-косметолог и сертифицированный специалист по миофасциальным техникам массажа. Приступим! В первом упражнении работаем с трапециевидной мышцей. Кладем подушечки пальцев на мышцу, голову вытягиваем по диагонали в противоположную сторону и производим движение вверх, затем в голову снова опускаем вниз. Вы должны вытянуть голову так, что почувствуете болезненные ощущения под подушечками пальцев. Я уверена, что у 90% будет болезненность, даже если не 99%. Оставим 1% для тех, кто все-таки, может быть, занимается йогой, растяжкой, пилатесом, делает по утрам зарядки, или же сидит всегда ровно, голову не наклоняет вперед, и у них просто никак не формируется здесь спазм. Это упражнение здорово расслабит вашу трапециевидную мышцу, которой так много всего зависит. Отечность на лице, головные боли, второй подбородочек, овал лица. Все это может появиться из-за того, что просто у нас напряжение данная мышца. В следующем упражнении поработаем с лимфатической системой. Кладем большой палец на ямку между ключицами, указательный палец кладем над ключицей, средний под. И производим круговые движения с легким надавливанием. Ни в коем случае здесь не делаем сильные и глубокие надавливания, потому что находятся лимфоузлы. Мы с вами простимулируем лимфоузлы, и вы увидите, как лимфа начнет лучше циркулировать, отечность уходить с лица, и ваше личико будет более подтянутым, свежим. В следующем упражнении поработаем с околоушной областью. Указательный палец ставим перед ухом, средний за ухом и производим круговые движения. Надавливание можно сделать уже посильнее и делаем проработку снизу вверх, сверху вниз круговыми движениями. Вы можете заметить, что я всегда в начале упражнения прикрепляю картинку, чтобы мы понимали, с какой мышцей работаем, с какой областью. И здесь на картинке были показаны лимфоузлы. Вы можете снова перемотать и увидите, как же их много и как же важно прорабатывать данную область, чтобы уходил отек. В следующем упражнении поработаем с апоневрозом. Подушечки пальцев кладем на височную область и начинаем сдвигать ткани вверх-вниз, влево-вправо, затем немного сместились выше и снова повторили такие движения. Тем самым мы с вами проработаем весь апоневроз, скажем так, отлепим его, потому что здесь бывают застои, которые также мешают уходить отечности лица и нарушают наше кровоснабжение. Возможно, уже многие знают, но если кто-то еще не слышал, чтобы избавиться от отечности под глазками, надо обязательно работать с апоневрозом. Недостаточно массировать только область глаз или среднюю треть лица. Обязательно мы должны отлепить весь апоневроз, то есть ткани должны хорошо смещаться по всей волосистой части головы. Никаких застоев. Поэтому, если вы хотите убрать отеки, то обязательно работайте с данной областью.
следующем упражнении поработаем со средней третью лица. Мы с вами берем складочку около уголка губ и начинаем ее массировать, перетирать. Затем немножечко сместились по диагонали, влево, выше и снова перетираем. То есть мы должны разогреть всю среднюю треть лица. Я думаю, вы почувствуете сразу, какая здесь болезненность. Но помним, что боль на 5-7 баллов, не максимально 10, но и не гладим себя, если хотим все-таки избавиться от возрастных изменений. На картинке, которую я прикрепляю, вы можете увидеть, как же много мышц на нашем лице. Средняя треть постоянно в работе. Мы кушаем, разговариваем, стрессуем. Мышцы работают и не отдыхают. Ну, только если во сне, но даже этого мало, им тоже требуется массажик, который поможет мышце быстрее расслабиться, удлиниться. Ну и, кстати, во сне тоже люди порой испытывают стресс, поэтому у кого-то даже в ночное время не отдыхают мышцы. В следующем упражнении поработаем с скуловой областью. Одной рукой мы фиксируем ткани, а у другой указательный палец делаем крючком и начинаем как бы отлеплять от носа вверх к височной области. Вы должны почувствовать надкосницу. Голову наклоните немного вниз. Так надавливание будет лучше. В данной области у нас проходит много мышц, а также их крепление, поэтому когда мы таким надавливанием, выглаживанием проходимся по этим местам, мышцы начинают расслабляться, они начинают удлиняться, и вы увидите, как ваша лифчика приобретет такой лифтинг-эффект. А глазки тоже станут более подтянутыми, наши мешки, отеки начнут уходить. И носослезная борозда. В следующем упражнении одной рукой раздвигаем ткани у наружного угла глаза и фиксируем их, а другой указательный палец кладем над скуловой костью, а средний под. И начинаем круговыми движениями расслаблять наши мышцы, крепления и проходимся вверх по диагонали к височной области. Сегодня от наших упражнений, помимо подтяжки лица, бонусный эффект будут получать и глазки. От данной техники начнут потихоньку уходить гусиные лапки, а также будет исчезать потихоньку носогубная складка, потому что, чтобы ее не было, надо прорабатывать и данную область.
следующем упражнении будем перетирать мышцы средней трети лица об кости. Для этого необходимо подушечки пальцев поставить по обе стороны от крыльев носа, находим границу костных структур и двигаемся, перетирая к височной области. Голову снова наклоняем немного вниз для лучшего надавливания. Здесь ощущения могут быть разные. Кому-то бывает больно, кому-то нет. Поэтому каждый индивидуально подбирает под себя надавливание на 5-7 баллов, не больше. Я очень люблю это упражнение, когда работаю с глазками, потому что помимо того, что мы перетираем мышцы, также работаем со скуловой связкой, которая в напряжении укорачивается и принимает участие в образовании носослезной борозды и в образовании малярных мешков. В следующем упражнении поработаем с жевательными мышцами. Кладем костяшки на данную мышцу, рот немного приоткроем, большие пальцы можно зафиксировать под нижней челюстью и начинаем круговыми движениями опускаться вниз. И так повторим несколько раз. Кто хочет избавиться от брылей, носогубок, потянуть овалы лица и в целом добиться лифтинг-эффекта, всегда работайте жевательной мышцей. Это одна из самых сильных мышц на нашем лице. Она самая практически зажатая. Вот как раз таки жевательная может и ночью работать. У кого есть бруксизм, пишите в комментариях. Довольно частая история. Уже многие страдают этим бруксизмом. Здесь, конечно же, надо работать и с психологическим аспектом. Это тревожные мысли убирать, не волноваться, не переживать, чтобы наша мышца не входила в стресс даже в ночное время. И в конце мы с вами всю жидкость нашего лица сольем вниз, голову наклоняем, ладошками ведем к ушам, потом по шее, вытянулись, и так повторим несколько раз. Я так люблю свое лицо после массажа. Оно такое отдохнувшее, свежее, розовенькое, подтянутое. Я думаю, у вас также. Желаю вам прекрасных результатов омоложения. Спасибо, что вы меня поддерживаете, смотрите. Всех целую. До новых встреч.